Всем привет, ребят! Я Инвиз, и в этом видео я хотел бы вам рассказать про скрытые и полезные настройки, на которые, как правило, никто не обращает внимания и о которых мало кто знает. Прежде чем я начну это видео, я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь нас уже почти 20 тысяч человек, осталось совсем чуть-чуть. Давайте добьем эту красивую цифру. А также не забывайте оценивать это видео лайком. Я очень сильно стараюсь над каждым видео и хочу увидеть от вас максимальную поддержку, потому что только вы и ваша активность мотивирует и заряжает меня на создание нового контента. Думаю, вы знаете, что делать. Кстати, настройки моей сенсы и управления вы сможете найти в моем телеграм-канале. А также там есть много чего интересного. Ссылочка есть в описании. И еще, не забывайте залетать на мои стримы по вечерам. Я очень часто стал стримить, поэтому жду каждого из вас на своем стриме. Все, не задерживая вас, погнали к видосу. Начну с самых основных настроек. По маловажным буду пробегаться быстро, а по полезным буду зацикливать свое внимание. Встречает нас сейчас первая категория в этих основных настройках. Это настройка стрельбы. Из важного тут только левая кнопка огонь. Сейчас расскажу, что она из себя представляет и зачем она нужна. По дефолту она у нас отключена. Сейчас я ее включаю и показываю, что она из себя представляет. Заходим в управление и видим, что сейчас у меня есть одна кнопка, левая кнопка огня. И вот она у нас есть. Теперь, если я ее отключу, то у меня кнопки этой не будет. Вот. Почему я не использую вот эту правую кнопку? Смотрите, в чем прикол. Я ее сейчас увеличиваю и ставлю в самый угол. Все, это максимум, куда я могу ее засунуть. Дальше я засунуть никуда не могу. Соответственно, люди, которые играют с сложной какой-то раскладкой, у которых много пальцев на экране, они могут периодически попадать пальцем вот в этот угол, куда я сейчас кликаю, видите, да? Если вы будете пальцем попадать в этот угол, то стрельба работать не будет. А вот если я буду использовать левую кнопку огонь, то мы ее можем засунуть вообще за экран. Либо так, как это она у меня стоит сейчас. Соответственно, она покрывает полностью угол телефона весь. У меня iPhone 13 Pro, края у него скругленные. Поэтому на экране сейчас вы у себя видите угол, там вверху слева, но у меня на экране его нет, и кнопка покрывает полностью угол моего телефона. Поэтому, во сколько пальцев бы я ни играл, каким пальцем бы я ни нажимал на этот угол, стрельба у меня 100% сработает. Поэтому рекомендую правую кнопку отключить нафиг, у кого раскладка похожа на мою, и поставить левую кнопку, настроить ее по размерам и поставить ее в этот угол. Вы никогда не промахнетесь и никогда не произойдет такого, что вы будете по кому-то начинать стрелять, и вдруг у вас не будет работать стрельба. Это такое часто случается с правой кнопкой. Так что важная такая и вроде бы как незаметная функция, но я советую ее включить и использовать. Дальше у нас идут выстрелы с винтовок и выстрелы из дробовиков. Это одинаковые, в принципе, функции, только отличается оружие. Эта функция у нас, как тут написано, для винтовок, для арбалетов, а эта функция у нас для дробовиков. Давайте я покажу, как они работают. Я зашел на полигон, показываю вам сейчас, для чего вообще эти функции и где их используют. Представим, что у меня раскладка в 2 пальца, где справа у меня палец отвечает за наводку, за все кнопочки, за наклоны, за прицел, за пресет и за все остальное. А слева палец у меня отвечает только за стрельбу. Что я делаю? Если я просто сейчас нажму на стрельбу, произойдет очень громкий выстрел, который бьет мне по ушам. Но если я возьму и выберу кнопочку «Отпустить», то когда я ставлю палец на кнопочку стрельбы, я захожу в прицел, и когда я брошу палец, произойдет выстрел. Аналогично с дробовиками. Если я включу эту функцию, то я зажму кнопку прицел, и когда я ее брошу, произойдет выстрел. В принципе, все, ничего тут умного и заумного нет. Такие функции нужны не только для игроков, которые играют в 2 пальца. Если играет человек уже в 3 пальца, в 4 пальца, эта функция, скорее всего, им будет не нужна, и смысла в нее нету. Дальше у нас идет категория настройки прицела. Очень важная категория для многих игроков. Почему? Потому что тут мы можем выбрать режим прицела и много чего связанного с прицелом. Первое, что нас тут встречает, режим прицела. Что это вообще такое? По дефолту у нас будет стоять на нажатие, и
когда мы нажимаем на прицел, мы в него входим и не выходим. То есть мы нажали на кнопочку прицела, мы в него вошли. Когда мы нажмем еще раз на кнопочку прицела, мы из прицела выйдем. А вот если мы будем использовать кнопку удержания, то просто нажать на кнопку прицела нам будет недостаточно. Нам надо положить пальчик на кнопочку прицела, и таким образом мы остаемся в прицеле. Если мы бросим пальчик с кнопочки, то мы выйдем. Все просто. Есть у нас также смешанная функция. То есть мы можем нажать, войти в прицел, нажать еще раз выйти, и можем держать палец на прицеле. И если бросим, то выйдем. Вот. Но я использую на удержание, потому что раскладка у меня в 5 пальцев, и мне удобно играть так. В основном тоже ее используют, эту функцию, на удержание, потому что полезно и удобно войти в прицел, и когда надо выйти. То есть так мы лучше взаимодействуем с раскладкой и меньше теряемся во время файтов. Поэтому имейте в виду, что такая функция есть. Дальше тоже очень интересная вещь. Вращение камеры при прицеливании нужна в основном для людей, которые играют в маленькое количество пальцев. Давайте я ее включу и покажу, что это такое. Смотрите, я ставлю палец на кнопку прицеливания и начинаю пальцем двигать, не бросая кнопку. Таким образом я осуществляю движение камерой. Если я брошу палец, то я выйду из прицела и больше, соответственно, двигать не могу камерой. А если я отключу функцию, то поставлю кнопку на прицел и двигая пальцем, я двигать камерой не могу. Только гироскопом могу, да? Вот. Используется, опять же, у кого мало пальцев, не на руках, а в раскладке. Вот, и если у вас мало пальцев, эта функция может вас выручить. Имейте в виду, что такая функция есть. Но я ее отключаю, потому что если одновременно войти в наклон, который у меня как раз таки со включенной функцией движения камеры, вращения, да, и одновременно я выйду в прицел. Если в прицеле у меня тоже эта функция будет включена, то будет происходить баг, и камера будет тупо стопиться. Поэтому мы еще к этому придем моменту, я вам об этом расскажу. Вот. Идем дальше. Переключение быстрого прицела. Это у нас кнопка на раскладке, которая позволяет нам быстро поменять прицел, не входя в инвентарь. Она у нас на раскладке, эта кнопка выглядит вот так вот. Если ее отключить в настройках, то на раскладке она у нас отображаться не будет. Я ее включаю и показываю, что это за кнопка. Смотрите, в инвентаре у нас на М24 надета шестерка. Обычно бы человек взял и поменял бы прицел вот так вот, да? Но это трата времени, это неудобно, и мы можем быстро все то же самое сделать через вот эту кнопку. Мы на нее нажимаем и нажимаем на прицел, который мы хотим видеть на оружии. Вот так все просто. Понятное дело, что функция полезная, поэтому используйте ее на здоровье. Дальше у нас идет кнопка бокового прицела. Бесполезная вещь вообще в мобильном PUBG, боковой прицел. Но все же расскажу, для чего вообще эта настройка есть. У нас есть на раскладке кнопка бокового прицела. Я боковой прицел не использую, поэтому эта кнопка у меня в углу. Вот. Но простыми словами, либо мы нажимаем на эту кнопку, и у нас происходит смена из обычного прицела в боковой, либо мы просто зажимаем эту кнопку и сразу входим в боковой прицел. Думаю, вы поняли, о чем я говорю. Дальше, регулировка фокусного расстояния. Это у нас работает на шестерку, на восьмерку. Если мы входим в прицел, у нас есть кнопка настройки. Вот она, да? Вы сейчас видите на своем экране. У меня стоит на удерживать, у вас будет стоять на нажатие. Тут уже кому как удобно. Я вхожу в прицел, нажимаю на кнопку настройки, только потом веду ползунок вниз, чтобы уменьшить, допустим, кратность с 6х до 3х. Но можно сделать более удобный вариант, поставить эту настройку на удерживать, и таким образом мне не надо нажимать и потом тянуть. Я беру сразу, касаюсь и тяну туда, куда мне надо. Вот, в принципе, очень удобно. Кто хочет, используйте. Следующая у нас категория — это настройки выглядывания. Наши любимые наклоны, без которых никто не может играть, потому что они очень полезны, они очень нужны. Рассказываю, что тут у нас есть. Есть у нас выглядывание, у вас будет отключено, если вы ни разу эту функцию не трогали, не настраивали. Соответственно, у меня с раскладки пропали кнопки наклонов. Чтобы включить наклоны, мы заходим сюда, включаем
наклоны появляются, но их надо еще настроить на раскладке. Первое, что у нас тут есть, это режим укрытия. Нажатие, удерживание смешано. У вас будет стоять на нажатие, если вы это не настраивали. Когда мы нажимаем на наклон пальцем, мы в него входим. И когда мы нажимаем на наклон еще раз, то мы из него выходим. Если мы нажали на правый наклон и потом нажмем на левый, мы будем их просто менять. Чтобы выйти с наклона, надо повторно на него нажать. А вот если у нас стоит удерживать, то когда мы нажимать на наклон будем, мы в него войти не сможем на длительное время. Нам надо задержать палец на этом наклоне. Также на другом наклоне. То есть тут все понятно. И есть также смешанный режим, который смешивает в себе две функции. Следующая у нас функция — это выглянуть и прицелиться. Эта функция и неплохая, и нехорошая. Тут уже все зависит от удобства вашего и от вашей раскладки. Я просто рассказываю, зачем она нужна и что она из себя представляет. Она у нас стоит по дефолту в отключенном режиме. Я ее включаю. Если я нажму на наклон, я буду сразу входить в прицел. Думаю, что эта функция пригодится для тех, у кого маленькое количество пальцев используется в раскладке. Вот. Но так как у меня пальцев в раскладке используется много, мне эта функция не нужна. Я могу войти в прицел другим пальцем, поэтому я ее отключаю. И последняя, завершающая в данном пункте меню функция — это вращение камеры при наклоне. Как раз таки то, про что я вам говорил. По дефолту она у нас вроде отключена, я честно не помню. Но если она у нас будет отключена, мы нажимаем на наклон, двигаем пальцем, ничего не происходит. У меня как раз таки наклоны стоят на удержание. Я поставил пальчик на наклон и двигаю пальцем, ничего не происходит. А если я включаю эту функцию, то когда я ставлю палец на наклон и двигаю пальцем этим, то я могу вращать камерой. И вот если у вас включена данная функция и у прицела, и у наклона, и вы используете это все одновременно на разные пальцы, то у вас может периодически останавливаться сенсам. Имейте это в виду. Поэтому рекомендую отключить на прицел и оставить на наклонах. Я думаю, это будет совершенно правильное решение. Дальше у нас идет продвинутое управление. Тут у нас настроек намного больше. Тоже есть важные, есть ненужные настройки. Рассказываю про все. Просто на ненужных не буду зацикливать свое внимание. Универсальная метка. Это метка. Видите, я сейчас отключил, нету на экране. Включаю. Появляется на экране. Можно попросить сразу патронов. Допустим, то оружие, которое у нас в руках, на него сейчас патроны и попросятся. Вот, 7,60. Вот, 7,62. Допустим, нужна дробь, берем. В принципе, полезно, если у вас нету микрофона, либо вы не можете разговаривать, можно вот так вот использовать из этой крутилки какие-либо вещи. Можно просто нажать, кинуть метку, можно нажать 2 раза, отметить врага. В принципе, достаточно удобная вещь. Кто хочет, юзайте. Следующее у нас звуковые эффекты выстрелов в голову. Тут все просто. Если мы попадаем в голову, мы слышим просто звук попадения в голову. Если мы эту функцию отключим, то при попадении в голову мы слышать никакого звука не будем. Тут кому как. Если вы хотите слышать звук, когда попадаете кому-то по башке, то включайте. Если не хотите, можете отключить. Дальше прыжок карабкания. Тоже очень интересная и полезная вещь. Вроде как она по дефолту раньше стояла объединенной. И в раскладке сейчас у меня одна кнопка прыжка. Я могу прыгать и залезть паркуром вот так вот. Да? А вот если я подбегу сейчас к какому-нибудь интересному препятствию. Итак, у нас есть препятствие. Представим, что за этим препятствием находится игрок, который сидит, либо стоит. И нам надо его убить. Что мы будем делать? Мы будем нажимать кнопку прыжка. И нажимая на кнопку прыжка, мы залазим на препятствие. У нас происходит анимация. Это сейчас мы залезли, а еще хуже, мы можем это препятствие начать перелазить. У нас будет анимация еще длиннее. И в этот момент враг нас сможет убить. Но у нас есть очень крутая функция, которая разделяет прыжок и паркур. Мы ее включаем, то есть ставим на разделение. У нас появляется еще одна кнопка в раскладке, которую мы можем настроить. Выглядит эта кнопка вот так вот у нас. Можно ее поставить рядом с обычным прыжком, и так будет намного удобнее. И теперь мы можем прыгнуть.
убить нашего врага. Либо, если нам надо, мы можем использовать паркур и перелезть это препятствие, да? Думаю, смысл вы поняли этих кнопок. Одна кнопка у нас работает чисто как прыжок, не используя паркур. А вторая кнопка работает только с паркуром. То есть, неважно, возле какого препятствия мы будем стоять, если мы нажмем эту кнопку, то у нас будет произведена анимация как раз таки этого самого паркура. Имейте это в виду. То есть, это работает и с окном, это работает совершенно со всем. То есть, даже вот с диваном. Смотрите. А просто кнопка прыжка мы можем не использовать паркур. То есть, в некоторых ситуациях это может вам спасти жизнь. Имейте это в виду. Что лучше ставить на разделение, лучше запариться, настроить раскладку, но зато в каких-то ситуациях, где за этим препятствием находится враг, вы сможете просто прыгнуть и убить его. А если надо, можете использовать паркур. Если просто использовать кнопку паркур, то она будет работать как обычная кнопка прыжка. То есть все то же самое, что и обычная кнопка. Только возле препятствий у нас есть вот это самое разделение. Просто прыгнуть и использовать паркур. Дальше у нас идет функция объединения приседания и положения лежа. Я эту функцию никогда не использовал. Тут все опять же зависит от вашей раскладки, от удобства. Если я ее включу, то у меня пропадет кнопка лечь. И чтобы лечь, мне надо зажать кнопку приседа. Я зажимаю кнопку приседа, ложусь. Могу перенажать туда же, где я нажал на кнопку приседа. Мы сейчас видим то, что сейчас у нас там персонаж лежит на этой кнопочке. Туда нажимаем и встаем. Не знаю кому как, но я играю без этой функции, и у меня все кнопки разделены. То есть я ничего не совмещаю себе в управлении. Я все разделяю: паркур, прыжок, присед, лечь, и мне так удобно. Следующая функция у нас — это функция быстрого броска. По дефолту она у нас отключена. Я ее отключу. Что это вообще такое? Вот у нас есть оружие, есть дым, да, в быстром слоте. Мы можем его просто взять и кинуть, да, нажать на кнопку стрельбы и кинуть таким образом. Если мы включим эту функцию быстрого броска, то таким образом мы можем просто зажать этот дым. Он у нас сразу возьмется в руки, и можно его будет кинуть вот так вот. Если функция эта отключена у нас, то, держа палец на хаешке, мы ее кинуть не сможем. То есть просто эта функция быстрого броска, она сама за себя говорит. Дальше у нас идет веерообразная зона броска. Переключить, бросить. Все то же самое почти, что и в функции быстрого броска. Единственное то, что у нас тут есть веер, когда мы пальцем зажимаем. Можем вот так вот крутить. И принцип точно такой же. Мы берем, держим палец на наших гранатах. Выбираем, к примеру, хаешку. Держим на ней палец. И у нас персонаж сразу берет и кидает гранату. Если мы поставим на переключить, то таким образом мы просто возьмем в руки то, что выбрали. И бросать сразу мы не сможем. Дальше у нас автопрыжок. Рекомендую его отключить. Совершенно бесполезная вещь. Очень сильно может мешать вам в матче. Дальше у нас идет бросок расходников. Очень интересная функция. Если она у нас отключена, то мы видим такую картину. У нас есть болик в инвентаре, мы можем его заюзать. У нас есть хаешки, да, ну гранаты. А если мы возьмем, включим функцию бросок расходников, то мы можем кидать наши болики, допустим, нашим тиммейтам, да. И он может их взять, воспользоваться ими. То есть если между вами есть какое-то расстояние, которое вы не можете перебежать, к примеру, по вам стреляют, вы можете взять и перекинуть ему эти расходники. Можно кидать аптеки, кусты, бинты, все, что хотите, в принципе. Так что достаточно полезная вещь, юзайте. Режим прозрачного интерфейса. Можно во время катки, просто держа палец на верхней надписи PUBG Mobile, можно поставить себе прозрачный интерфейс. К примеру, для каких-то скриншотов, для каких-то фотографий. В принципе, в какой-то степени полезная вещь. Я таким образом делал раньше превьюшки, делал раньше скрины прикольные. Паблики можете использовать для каких-нибудь скринов. Вот. Знаете, что такая функция есть, где вы можете отключать весь интерфейс. Дальше у нас идет функция скольжения арена.
это использование подката в ТДМ. То есть, когда вы играете в ТДМ в командном матче, да, 4 на 4, 8 на 8, то если у вас будет эта функция включена, вы сможете, держа кнопку прыжок, вроде, если не ошибаюсь, либо присед, вы сможете, короче, скользить, по полу скользить. Не знаю, для меня это дебильная функция, я ее никогда не использую, мне нравится играть без нее. Но если вам нравится с ней играть, можете ставить, можете играть, никто не запрещает. Дальше у нас идет функция «Включить первое лицо». Это просто переключалка. Если у нас она отключена, то у нас на раскладке нету кнопки, которая позволяет войти в первое лицо. Если у нас эта функция включена, то у нас на раскладке появляется кнопка, благодаря которой мы можем войти в первое лицо. Понятное дело, если вы будете играть от первого лица, войти в третье лицо у вас не получится. Только в матчах, когда вы играете от третьего лица, вы можете зайти и играть от первого лица. Можно использовать, к примеру, когда вас пушат на какой-нибудь лестнице, можно входить в первое лицо и от первого лица принимать людей, врагов. Так что используйте, нужно просто эту кнопочку настроить будет в раскладке. То есть подвинуть ее, подкорректировать ее и в принципе все. Дальше у нас идет функция «Динамическое положение оружия от первого лица». Я рекомендую эту функцию включить. Таким образом у вас станет больше обзора. Вот у нас от первого лица с отключенной функцией обзор. И включаем функцию, у нас обзор становится больше, так как оружие персонажа держит ниже. Так что имейте в виду, что эту функцию лучше включить. Дальше у нас идут очень важные и интересные функции. Это режим от третьего лица и режим от первого лица. Другими словами, это наш обзор. Обзор от третьего лица и обзор от первого лица. Если мы от третьего лица ставим обзор минимальный, 80, то камера к персонажу становится ближе, и обзор у нас стандартный. То есть мы видим чуть меньше деталей по бокам экрана и сверху снизу. А если я поставлю обзор максимальный от третьего лица, то камера от персонажа отдаляется, и видим мы намного больше деталей по краям экрана, чем с самой минимальной видимостью. Чем-то это нам напоминает iPad, потому что на iPad у нас тоже камера от персонажа отдалена, обзора больше, вот, поэтому кто хочет лучше немножечко играть, можете поставить режим от третьего лица на максимум, таким образом у вас обзора будет больше, видеть детали вы будете больше, и стрелять вам будет намного комфортнее, так как персонаж не будет закрывать перед вами видимость всю. Аналогично работает и режим от первого лица. Ставим минимальную возможную видимость. Видим, что видимость у нас прям отвратительная, да? Теперь ставим максимальную видимость. И мы видим аналогично так же, как и от третьего лица. То есть практически ничего не меняется, да? Даже больше мы видим от первого лица, чем от третьего. Так что используйте, ставьте на максимум. Просто надо немного привыкнуть. Играть вам станет намного комфортнее. Не обещаю, что вы будете играть лучше, но комфортнее вы будете играть точно, потому что видимость больше, врага видеть намного проще с такой видимостью. Дальше у нас очень важная и полезная функция – это чувствительность рывка. Другими словами, это чувствительность вашего джойстика. По дефолту, если не ошибаюсь, стоит 50%. Вот. Это чувствительность вашего джойстика. У кого персонаж стопится, останавливается как-то непонятно, да? Либо вам сложно передвигаться по карте, вы куда-то врезаетесь, двигаетесь, то просто выкрутите чувствительность на максимум, и вы заметите другие ощущения от игры. Вы сможете лучше мансовать, лучше передвигаться, лучше двигаться, и у вас никогда не остановится персонаж. Поверьте мне на слово, если вы палец держите на джойстике, то персонаж у вас точно не остановится. Так что выкручивайте все вот эти настройки на максимум, привыкайте, и играть вам станет комфортнее. Поверьте мне. Итак, следующая категория у нас настройки помощи. И первая в ней функция – помощь в прицеливании. Другими словами, это авто-аим. Если вы начинаете по кому-то зажимать, то со включенной функцией ваш прицел будет доводиться на врага. В каких-то ситуациях это помогает, в каких-то ситуациях это наоборот все портит. Если вы зажимаете, например, по двум врагам, вы начинаете зажимать по одному, а аим ваш этот автоаим переводит на другого врага. Таким образом вы начинаете зажимать между ними, и
это может все испортить. Но еще и бывают ситуации, когда вы начинаете зажимать в дым, и автоим вам подсказывает, где находится враг. Поэтому иногда можно с этой функцией поиграть, иногда она мешает, иногда ее не хватает, но лучше, чтобы научиться хорошо стрелять и зажимать, я рекомендую эту функцию отключить. Если вы очень хорошо научились стрелять, зажимать, то можно эту функцию включить. Я, например, ее включу, потому что я очень хорошо научился зажимать, вот, и я эту функцию оставляю чисто для того, чтобы зажимать в дымы, зажимать какие-то окна, так как автоим подсказывает, где находится враг. Прям реально показывает за стенкой, где находится человек. Вы просто начинаете зажимать, и автоим сдвигает ваш прицел в ту сторону, где есть враг. Поэтому тут уже на любителя. Рекомендую сначала научиться стрелять, а потом уже включать эту функцию. Следующая функция у нас — это автоматически отмечать места попаданий. Я рекомендую эту функцию отключить и забыть о ней, потому что она только отвлекает лишний раз, когда вы попадаете по врагу, либо кто-то из ваших тиммейтов попадает по врагу. Поэтому просто ее отключаем и забываем. А вот очень важная функция — это напоминание о лечении. И я рекомендую ее отключить. И вот почему. Представим ситуацию, что мы перехиливаем с вами последнюю зону. А как мы знаем, последняя зона сносит очень много хп, и надо юзать аптечка за аптечкой. Когда у нас функция отключена, мы можем спокойно юзать аптечка за аптечкой. Нажимаем на аптечку, проюзали ее, нажимаем сразу еще раз на аптечку, и она юзается. А со включенной функцией у нас будут выбираться бинты, тем самым мы будем тратить время на то, чтобы взять аптечку. И как раз таки это время очень сильно драгоценно для нас. Потеряв буквально полсекунды, проюзать аптеку мы уже не успеем. Поэтому в этих ситуациях эта функция очень сильно раздражает и мешает. Она сама решает, чем вам хилиться, и вы будете постоянно тратить время на то, чтобы выбрать ту же самую аптеку. Потому что в большинстве случаев эта функция будет вам предлагать воспользоваться бинтами. А как мы знаем, не во всех файтах полезны бинты, если есть аптеки. Поэтому отключаем смело функцию и выбираем то, чем нам хилиться, вручную. Следующая полезная функция — это постоянно использовать бинты. Я рекомендую ее включить. Таким образом, когда мы будем использовать один бинт, у нас без нашего участия будет использоваться и следующий бинт. То есть мы ничего нажимать не будем, у нас персонаж будет хилиться бинтами до тех пор, пока бинтами хилиться нельзя будет. Поэтому включаем данную функцию, очень она полезная и нужная. Дальше у нас идет функция автооткрытия дверей. Тут все понятно, если мы ее отключим, двери мы будем открывать вручную. Если мы ее включим, то двери будут открываться автоматически, без нашего участия. Я эту функцию использую, потому что, когда нам нужно, мы можем прям в катке из автоматического режима открывания дверей перейти в ручное. Так что оставляем эту функцию и пользуемся. Следующая у нас функция — это индикатор преграды прицеливания. Я ее рекомендую отключить, потому что если она у нас отключена, то мы можем сразу пикнуть из препятствия и начать стрелять по врагу. А если у нас эта функция будет включена, то у нас появится такой значок за место прицела, если мы находимся возле препятствия. И в кое-каких ситуациях это нам мешает стрелять. То есть мы начинаем стрелять, у нас первые 3-4 пульки летят вверх, а не во врага. Поэтому отключаем эту функцию, без нее намного лучше. Дальше у нас очень-очень-очень важная функция — это ускорение проведением по горизонтали. Я по этой функции снимал отдельный видеоролик, где рассказывал подробно про нее. Вы сейчас можете увидеть в правом верхнем углу подсказку с видеороликом, где я подробно раскрыл тему ускорения проведением по горизонтали. Другими словами, это называется акселерацией. Я там подробно рассказал, что эта функция из себя представляет и почему ее лучше отключить. Ее отключаем, и сейчас вам быстренько покажу, почему. В отключенном состоянии мы что делаем? В отключенном состоянии мы берем и с середины палец проводим до конца экрана. Да? Мы довели сейчас прицел наш до сюда. Можно сделать это быстро, очень. И мы точно так же его довели до сюда. А вот с ускорением, с акселерацией, с этой, мы медленно палец проводим. Довели до сюда, все верно, да? А теперь мы берем и проводим палец чуть-чуть быстрее. И мы сделали почти 360 градусов.
То есть чем быстрее мы двигаем пальцем, тем больше у нас чувствительность. Чем медленнее мы двигаем пальцем, тем меньше у нас чувствительность. Соответственно, раньше нельзя было отключить эту функцию, и все с ней играли, с этой функцией. Многие к ней привыкли, но все же я считаю, что лучше эту функцию отключить, настроить идеально под себя чувствительность и играть с кайфом, нежели в каких-то ситуациях мы дернем палец, переведем сенсу, и из этого нас убьют. Поэтому смотрите видеоролик, в котором я подробно рассказал про данную акселерацию, почему ее лучше отключить и почему ее лучше не включать. Поэтому я ее отключаю, показал вам, почему ее лучше отключить, просто быстренько вам продемонстрировал. Лучше настроить чувствительность, постоянную чувствительность, к которой вы привыкнете и сможете на ней комфортно играть. Дальше у нас идет категория гироскоп. Тут все понятно. По дефолту у нас вроде гироскоп выключен, то есть сейчас у нас гироскоп отключен. Что это вообще такое? Гироскоп нам помогает наводиться на врага, гироскоп нам помогает зажимать, и если у нас включен, то когда мы двигаем телефоном, мы таким образом двигаем нашей камерой. Чем сильнее мы двигаем, тем сильнее мы двигаем камерой. Чем меньше мы его двигаем, тем меньше мы двигаем камерой. То есть наша камера в игре повторяет полностью наши движения телефоном. Вот что такое гироскоп. Его можно включить как чисто в прицелы, то есть от третьего лица мы будем бегать без гироскопа, а в прицелах он у нас будет. То есть мы двигаем телефоном, и у нас камера в прицеле повторяет все то же самое, что мы двигаем телефоном. А если мы включим его всегда в килл, то он у нас будет работать и в прицеле, и от третьего лица. Все наши движения телефоном повторяет полностью камера в игре. У меня есть также видео на канале, благодаря которому вы сможете настроить чувствительность гироскопа, чувствительность ваших пальцев на экране. Подсказка у вас сейчас высветилась в верхнем правом углу. Это видео вам очень сильно поможет, поверьте мне. Посмотрев его, вы сможете настроить чувствительность под себя, и играть вам будет намного-намного легче. Дальше у нас идет реверс гироскопа. Я его рекомендую отключить. Это у нас просто инверсия его, то есть опуская телефон вверх, у нас камера идет вниз, опуская телефон вниз, камера вверх идет. Не знаю, для кого эта вообще функция нужна, но, возможно, у кого-то гироскоп в телефоне неправильно настроен, и таким образом можно сделать так, чтобы он работал правильно. Но, понятное дело, если у вас гироскоп работает правильно, смысла в данной функции нет. Ну и категория прицела. Если мы включим, у нас появится кнопка на раскладке. Я раньше называл задержка дыхания. Мы таким образом задерживаем дыхание и можем от бедра стрелять немного точнее. Можете ее включить, эту функцию, я ей не пользуюсь. Тут точно такой же принцип, можно ее поставить на удержание. И можно сделать так, чтобы, нажимая на нее пальцем и двигая пальцем, вращалась у нас камера. То есть вот так вот. Я на нее сейчас поставил палец, на эту кнопку, и двигаю им. И таким образом я вращаю камерой. Поэтому, кто хочет, можете ее включить, но она особо в себе смысла не несет. Я ее отключаю. На этом все. Я прошелся по всем важным настройкам. Не буду затрагивать графику, подбор, там, перекрестие. Это все уже вы можете настроить на свой вкус и цвет. Поэтому я вам сейчас показал все вот эти важные основные настройки, на которые, как правило, мало кто обращает внимание. Никто не хочет в них разбираться. А в этом видео я взял и раскрыл всю эту тему настроек. Рассказал вам про каждую настройку, за что отвечает она, как ею пользоваться и для чего она нужна. Вот, ребят, это видео и подошло к концу. Очень надеюсь, что вам это видео понравилось, и надеюсь, что оно было для вас полезно. Не забывайте подписываться на мой канал, ведь нас уже почти 20 тысяч, надо добить эту прекрасную цифру. Ну и не забывайте ставить пальцы вверх, давайте под этим видосом наберем 2000 лайков. А также, ребят, не забывайте заходить в мой телеграм-канал, там вы можете найти коды моих настроек. Ну, а на этом все, с вами был Инвиз. Всем пока-пока, до новых встреч!